Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас четверг, 21 июля, выпуск экстренный промежуточный. Экстренный, потому что идет война. Сейчас, пока лето, жарко, многие находятся на дачах, в отпусках и не очень увлекаются политикой. Не очень, скажем так, озадаченной политикой, мы делаем один промежуточный выпуск в неделю. Посмотрим, будет возрастать интерес, будем делать 2-3 выпуска в неделю. Все зависит от проявленного интереса. Я думаю, что интерес к политике в целом стабилизируется где-то к сентябрю, может быть, в середине сентября. И начнутся полноценные процессы как в политической деятельности, так и в деятельности политических блогеров. Поэтому ориентируемся на сентябрь, на начало сентября, может быть, середину сентября. Посмотрим. Будет, еще раз повторяю, будет интерес, будем делать чаще выпуски. По событиям, которые произошли с нашей последней с вами встречи. Я напомню, это были итоги недели с Сергеем Жирновым. Прекрасный выпуск. Кто не слушал, не смотрел, советую послушать, посмотреть. Итак, в начале недели президент России Владимир Путин совершил зарубежный вояж. Посетил Тегеран, общался с иранским лидером, пообщался с президентом Турции Эрдоганом. Абсолютно бесполезный визит, никаких решений принято не было, по крайней мере, таких, на которые можно было бы рассчитывать. Это, я напомню, по-моему, если мне не изменяет память, всего третий визит за последние 2 года президента России. Был визит в Индию, был визит в Таджикистан, Туркменистан. И вот, по-моему, это третий визит в Тегеран. Для чего посещал Тегеран президент России Владимир Путин, мы уже обсуждали. Пытался договориться по Сирии. По Сирии была декларация, да, что все уважают, все стороны, и Иран, и Турция, и Россия уважают целостность Сирии, по крайней мере, в тех границах, в которых она сейчас существует. И Эрдоган поддержал идею, что пока не надо смещать Башара Асада, пока не будут трогать его, не будут предпринимать попытки захватить территории, взять под контроль, давайте говорить корректно, взять под контроль те территории, которые подконтрольны сирийскому режиму благодаря России и Ирану. В то же время дадут возможность беспрепятственно Турции провести операцию против курдских боевиков, которые находятся на границе Сирии с Турцией. Дадут Турции возможность провести специальную операцию, так называемую. Это и все фактически, что получилось президенту России обсудить. Нет, обсудить, конечно, получилось гораздо больше, но из заявления чего удалось достичь президенту России. Интересная декларация абсолютно. Для этого не стоило выезжать из страны и встречаться с столь уважаемым человеком, как Эрдоган. Не стоило общаться с руководством Ирана. Я хочу напомнить, что Иран пользуется благодушием президента России Владимира Путина и в целом российского руководства. На деньги российских налогоплательщиков строят атомную электростанцию Бушер-2 в Иране. Владимир Путин просил хотя бы делать вид у иранского руководства, чтобы были хоть какие-то проплаты, хотя бы чисто символические, регулярно проплаты, чтобы можно было сказать, по крайней мере, в России, что вот смотрите, Иран все-таки оплачивает какие-то счета. Нет, отказало иранское руководство президента России Владимира Путина, отказало в довольно жесткой форме. Если не в жесткой, то в категоричной форме. Сказали нет и все. Мы уже рассказывали причины.
почему Иран не платит, а российское руководство вынуждено идти на поводу Ирана и строить за свои деньги фактически атомную электростанцию. Поэтому ситуация не нова и будет продолжаться в том же духе. По общению с руководством Ирана просил Путин, действительно просил и я бы не сказал, что унижался, но настоятельно просил предоставить беспилотники. Руководство Ирана не то чтобы совсем отказало, но сказали, что нам надо некоторое время на производство этих беспилотников, не в том количестве, которое вы просите, можем предоставить. Помните, да, как в фильме «Не может быть» герой невинного произнес следующую фразу: «Отдам половину потом». Вот так примерно ответило руководство Ирана Владимиру Путину. Владимир Путин почесал репу, но ничего поделать не может. Были попытки у Путина уговорить иранское руководство не идти на ядерную сделку, не возобновлять ядерную сделку с Соединенными Штатами. Ну и в этом смысле Иран сам себе на уме, тут особо убеждать никого не надо. Будет выгодно иранскому руководству идти на эту сделку, они пойдут, не будет выгодно, не пойдут, это решать им. В то же время стоит напомнить, что Иран находится под санкциями уже более 40 лет. Путину интересен опыт нахождения в столь долгий период страны под санкциями. Я напомню, что сейчас совсем другое время, и санкции совсем другие. Те санкции, которые наложили на Россию, довольно существенны. Количество санкций несравнимо больше, эффект от санкций будет несравнимо выше. И да, эффект будет отложенным, но эффект непременно будет. Путин, конечно, сокрушался по этому поводу, пытался Иран настроить, руководство Ирана настроить на свою проблематику, на то, что мы вместе, потому что и на вас, и на нас наложили санкции, но эта ерунда не играет в общении с иранским руководством. Еще раз повторяю, это люди восточные, они сами себе на уме, и президент России Владимир Путин не диктует условия в этой ситуации. Может быть, когда-то и диктовал бы несколько лет назад, но сейчас нет, сейчас не то положение. По ситуации с турецким лидером Реджепом Таyyипом Эрдоганом. Эрдоган опоздал на встречу под камеры, опоздал демонстративно, пока Владимир Путин покашливал, вытирал сопли и нервно переминался с ноги на ногу. Эрдоган думал, вероятно, я не могу сказать точно, что думал Эрдоган, но, вероятно, думал, как прекрасен Владимир Путин в позе ожидающего, в унизительной позе ожидающего. А когда появился Эрдоган, Владимир Путин, как маленький щенок, именно такую кличку ему дали в Китае, китайское руководство, я вам напоминаю, обрадовался, завилял тем, что, вероятно, у собаки символизирует хвостик, и подбежал, подковыльнул президенту Турции Эрдогану, пожал руку, обрадовался искренне, ну, задержался всего на каких-то там 40 секунд или сколько там, я не помню. Но под камерой, это очень важно. Очень важно, что унижение было под камерой. Путин не знал, чем себя занять, это было видно, съемки откровенные. Ожидающий Владимир Путин, это, конечно, прекрасно. Ждать уже недолго Владимиру Путину, скоро будет весело. Эрдоганом абсолютно ни о чем не договорились, пытался Путин там продвигать какие-то свои нарративы, Эрдогану это неинтересно, Эрдоган выдвинул какие-то там свои предложения, на которые Владимир Путин тоже не торопился соглашаться. Ну, в сущности, вот и весь визит. Да, все прекрасно увидели, какое великолепное здоровье у Владимира Путина, как он аккуратненько ковыляет, прижимая правую руку к телу, практически не отрывая ее. Пятна пигментные, красные на физиономии Владимира Путина, которые уже невозможно скрыть гримом. Ну и вообще состояние. Вы видели, наверное, эти репортажи с пресс-конференции постоянно кашляющего Владимира Путина. У него онкология кишечника, дает
такой эффект, что у него постоянный кашель. Заблокировать это практически невозможно. Удается заблокировать, но как на какое-то совсем короткое время, и спустя совсем, еще раз повторяю, короткий промежуток времени опять начинается кашель у него, покашливание, его характерное. Это онкология кишечника, один из таких характерных симптомов. Плюс у него метастазы в разных органах. Ситуация у него не самая лучшая. Я не скажу, что он умирает сегодня-завтра. И так никогда не говорили, позвольте вам напомнить. Это делали выводы исключительно те люди, которые принимали желаемое за действительно. Мы лишь говорим исключительно о том, что у Владимира Путина онкология, которую невозможно вылечить, науке это не подвластно. Насколько быстро он скончается, прогнозы здесь весьма туманны. Действительно, президент России имеет возможности лечения несравнимо лучшие, чем у любого другого человека в России. Да и что там в России, практически во всем мире. Лучшие технологии, ведущие специалисты обслуживают Владимира Путина. Ведущие специалисты, в том числе и израильские, это уже далеко не секрет. Прекрасные отношения Путина с Нетаньяху строились как раз на том, что Нетаньяху предоставлял израильских врачей. По крайней мере, не то, что предоставлял, способствовал лечению Владимира Путина израильскими врачами. Израильские врачи не единственные принимали участие в лечении, скажем так, они консультировали, решения основные принимали российские врачи, но тот курс лечения, тот уровень лечения, который был предоставлен Владимиру Путину, несомненно, ведущую роль в нем играли, ведущую профессиональную роль играли как раз израильские специалисты. Израильские специалисты, ведущие специалисты в мире по лечению онкологических заболеваний, я думаю, все прекрасно знают. И результат в том, что мы видим Владимира Путина до сих пор живым. Не скажу, что здоровым, живым. Да, многие сегодня разместили в телеграм-каналах высказывания главы ЦРУ о том, что Путин, как-то он выразился интересно, улыбнувшись загадочно, здоров гораздо больше, чем может быть. Как-то так он выразился. Довольно интересно. Ну, я думаю, что вы понимаете, что чем отличается серьезно высказанная мысль главы ЦРУ и сарказм. Это, конечно, была шутка, это был сарказм. Можно посмотреть на то, как он это говорил, как при этом улыбался и в каком контексте он это говорил. Да и вообще сама фраза звучит довольно двусмысленно. За это, конечно, ухватились российские пропагандисты. Песков даже прокомментировал, что все в порядке со здоровьем у Владимира Путина. Но как в порядке со здоровьем, может уже убедиться каждый, наблюдая за Владимиром Путиным. Ерунда. Абсолютно нет никаких продвижений в лучшую сторону со здоровьем у Владимира Путина. И нет никаких сомнений, что ухудшение состояния здоровья не заставит себя ждать, по крайней мере по неврологии, которая у него есть, по подавленному психическому состоянию, по той онкологии, которую невозможно вылечить, которую пытается удержать в каких-то пределах, чтобы Владимир Путин не завернулся со дня на день. Ну, посмотрим, еще раз повторяю, посмотрим, как все будет. По крайней мере, что можно сказать однозначно, тот букет болезней, который есть у Владимира Путина, влияет очень существенно на те решения, которые он принимает, влияет на его психическое, психологическое состояние. И это абсолютно ни для кого не секрет. Здесь не надо быть главой разведывательной службы США для того, чтобы это понимать и знать. Так, давайте перейдем к еще новостям. Давайте обсудим. Мы рассказали о том, что на Николая Патрушева было покушение. Это действительно правда. Подробности мы дадим немного позже. Пока можно сказать, что было отравление синтетическим ядом, который попал через кожу. Вовремя была предоставлена помощь медицинская Патрушеву. Оперативно сработали и его охрана, и медики. Он был оперативно доставлен в больницу. Врачи, опять-таки, одни из лучших. Это как раз те медработники, которые обслуживают президента.
можно понимать, да, уровень медиков, уровень оборудования и уровень возможностей, в том числе и применения лекарственных средств этими людьми, довольно быстро привели в чувство Николая Патрушева, поставили на ноги, угрозы его жизни нет. Здесь, вероятно, сыграла роль и быстрая реакция медиков и охраны, и недостаточная доза яда, вероятно. По крайней мере, на это указывают данные, даже не данные анализов, а расшифровка данных анализов. Врачи говорят, что, скорее всего, лечащие врачи, извиняюсь, что не уточнил, говорят, что, скорее всего, недостаточное количество яда было. Как на самом деле мы уже в ближайшее время расскажем, есть у нас более детальная информация. Как только будет возможность дать полностью ту информацию, что у нас есть, с анализом происходящего, мы это непременно сделаем. По другим обстоятельствам давайте еще поговорим, которые были на этой неделе. На этой неделе что у нас еще было? На этой неделе у нас было, мы рассказали о подробности, мы рассказали оперативного совещания, которое провел Путин 15 июля на прошлой неделе с постоянными членами Совета Безопасности. Интересная там тоже ситуация, можно почитать у нас в телеграм-канале. Бортников был, не только обсуждение было того, что происходит внутри страны, было обсуждение и в основном это было обсуждение так называемой специальной военной операции, это на закрытой части этого совещания. И там досталось немножко от Патрушева и Шойгу, и представителю Генштаба, который присоединился к обсуждению. Нет прогресса пока на фронте. Путин всерьез опечален этими событиями. Патрушев уже начинает искать виноватых. Ставя в пример украинских военачальников, ставя в пример как раз Шойгу и представителю Генштаба, украинских военачальников, отпуская им всяческие похвалы, чуть ли не гениями, или даже называя гениальными этих людей. Он, конечно, делает серьезный укор в сторону Шойгу и Генштаба. Путин всерьез опечален, и, скажу откровенно, уже жалеет о некоторых позициях, которые не применил в ходе этой так называемой специальной военной операции. Но время упущено, посмотрим, что будет дальше. Идет скрытый призыв в России, мы уже рассказывали, опять-таки, у нас в телеграм-канале о том, как происходит скрытая мобилизация. Мы заранее предупреждали несколько раз, напоминаем вам, что будут блокировать призывникам счета. Всех, кого решат призвать, будут. Это есть в планах. Это неотъемлемая часть, скажем так, как явной мобилизации, так и скрытой мобилизации. Итак, блокируют человеку счет, вызывают, когда он обращается в службу поддержки, ему назначают встречу в отделении банка. Он приходит на встречу к определенное время. В это время его ожидают уже сотрудники ФСБ, которые предупреждают сотрудников банка о том, что этот человек находится в розыске ФСБ. Человека забирают для разговора, предлагают ему подписать сначала Филькину грамоту, якобы, да, расписку о том, что он обязывается не распространяться по поводу того, что было во время этого разговора, так как этот разговор может содержать государственную тайну. И после этого предлагают ему, запугивая возбуждениями уголовных дел, там чем-то еще, предлагают ему подписать контракт. Контракт для прохождения военной службы как раз на территории Украины. Более 50 человек таким образом призвали, выбирают нужных военных профессий людей, отслеживают его счета, отслеживают его деятельность, отслеживают его родственников, смотрят, чем человек занимается в данный момент.
и насколько проводится анализ и оценка, как можно на него повлиять. И по отчету Бортникова, который он предоставил Владимиру Путину, более 50 человек таким образом призвали в южных регионах. И тенденция интересна в том плане, что Путин дал добро на расширение этого эксперимента. 50 человек это совсем немало, когда кажется, что казалось бы вернее, что 50 человек это ерунда. Но надо учесть, во-первых, что это эксперимент, который проходил, если я не ошибаюсь, в 2 регионах на юге России. Было задействовано совсем немного людей. И еще раз подчеркиваю, это экспериментальный способ мобилизации скрытой. Так вот, этот способ показал свою действенность и будет применяться в дальнейшем довольно широко. И нет никаких сомнений, что найдет свое место в дальнейшем в развитии. Так, по ситуации в остальном, извиняюсь, давайте, наверное, уже обсудим это с Сергеем Жирновым в итогах недели, уже в это воскресенье. А мы с вами на сегодня, наверное, давайте уже закончим. Я хотел обратиться к вам с предложением поставить лайк к этому видео, также поддержать нас, если возможно, подпиской на Patreon. Есть в описании к этому ролику подписка на наш канал и спонсорство нашего канала в YouTube. И если есть возможность, криптовалютные кошельки указаны в описании к этому ролику. На этом все. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, и это искренне. Всего доброго. До свидания.